Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Благодаря остановке на обед навигатор накинул к времени прибытия целый час. О, французские туннели. Я не помню, ездили мы по французским туннелям. 230 метров, коротенький совсем. А вот, братцы, и оплата. Ехали мы по этой дороге долго. Километров даже затрудняюсь сказать сколько. Но сейчас узнаем. Перед нами бельгийцы на Сиене. Классная машина, большая, вместительная. Так, вставляем. И... Да нет, вот так. Ticket refuse. Что ему не нравится? Не берет. Пошли там, где карточкой, попробуем. А, подожди, билет. Не, это не то. Так, куда ж пошли? Не получилось у нас здесь проехать. Не приняло у нас билет. Попробуем туда, где карточка нарисована. Тикет. Ну все ж правильно, вот. О, взяло, наконец-то. И знаешь сколько? Сколько? 9:30. Блин. В Португалии у них училась, или они в Португалии? Короче, какой-то глюк словила система. Но в конце концов нас пропустила. Недешево, конечно, за 9 евро. Но проехали мы километров около 200. Дешевле, чем в Португалии. Но дорого. И как вы понимаете, все, что мы делаем после обеда, это едем, едем, едем и едем. Сейчас въехали в туннель, и я увидел, что у нас снова засветилась лампа топлива. Заправились ведь не до полного. Прошли километров 150, наверное. Даже, может, чуть меньше. И вот уже снова надо искать заправку. А в целом навигатор показывает, что до точки назначения 313. Утром было грубо 680, значит, больше половины мы уже прошли. Конечно, темп сегодня взяли нешуточный.
Вроде как заправка будет через 7 километров. Надеюсь, в этот раз дотянем. Кажется, нас, ребят, обманули. Мы точно проехали уже 9 километров и даже 15 километров, а заправки ни одной не было. И вот уже через 2,5 километра надо с этой трассы уходить, а у нас как лампочка горела, так и горит. Сворачиваем в направлении города Клермон-Ферран. Продолжаем исследование французских платных дорог. Очередной пункт выдачи билетов. Только давай в этот раз берем билет, который не глючит. Ну давай к зеленой стрелочке поедем. Там может быть это бесконтактная система, безбилетная. Интересно, если здесь пристроиться плотненько вот так вот. Помнишь, как мы на скутерах проезжали? Ну, теперь бы заправочку, да? Жандармы стоят. Вау, какие у них мотоциклы, офигеть. Такие BMW. Ну вот, пожалуйста. Хорошие цены на заправке через 29 километров. 29 километров. Придется все-таки лезть в канистру. Не дотянем мы. Можно немного подэкономить, покататься с горы накатом. Вот и все. Приехали, тухнем прямо на подъеме. Хорошо, вот здесь есть такой желоб водоотводный. Будем здесь сейчас переливаться. Где-то вот там, в самых-самых недрах, лежит у меня шланг для переливания топлива. Залили 1,5 литра. Ну, давай, схватывай. Этого должно хватить километров на 30. А до заправки около 20. Давай. Есть. На какой мы тут передаче заглохли? О, поехали.
Так, мы снова глохнем. Я не понял, у нас что, так расход топлива вырос? 1,5 литра залили, а проехали, 20-ку от силы. 7,5 на 100. Может, сейчас хоть докатимся до заправки, не придется снова переливать. Но как-то это загадочно, как-то это настораживает. Опять заправку поставили неизвестно где. Сейчас еще толкать придется. Или у них бензин такой вкусный, что уходит как в сухую землю. Здесь, короче, похожая система, тоже оплата картой, но если идешь на кассу, оплачиваешь, сканируешь, и заправляешься на предоплаченную сумму. Как-то так. Что еще тебе нажать? Entry мануале. Нет. Ничего не понимаю, что он от меня хочет. О, ура! Все получилось, загудело. Отлично, выдал нам аппарат на 20 евро 10 литров. И опять же видим, что бак далеко не полный. Туда бы еще литра 3-4 точно вошло. Ой, давай, Миш, откатимся. Супер. Снова качаем топливо. Есть. Поехали. Ну и я думаю, километров через 100-150 надо смотреть следующую заправку, чтобы снова не обсохнуть. Иначе я не знаю, как это. Дорогой формируются кучевые облака, и резко похолодало. Было плюс 32, а сейчас 25. Снова захотелось одеть куртку, и я вот думаю, как бы это не какой-нибудь грозовой фронт. Складывается такое ощущение, что погода за последнюю неделю вообще не менялась. Мы въезжаем в центральную Францию, и здесь те же самые облака,
А ближе к Германии, я так понимаю, нас ждут дожди и холод. Очень бы не хотелось. 177 километров до точки. Надо начинать искать заправку. Мы еще даже сотни не проехали от предыдущей, но думаю, надо начинать искать. Как раз найдем тогда, когда она будет нужна. Только что заметил, загорелась лампа топлива. Смотрим. 250 было, когда заправлял 10 литров, и это был полностью пустой бак. Сейчас 140, то есть пройдено 110. 110 плюс еще 30 километров запаса хода на резервы. 140 километров на 10 литрах. Пожалуй, это высоковатый расход. Литров около 7, 7,5 на 100. Но я уже знаю, чем его объяснить. Мы, когда ехали туда, старались идти размеренно так. 80, 85, максимум 90. А назад я уже осмелел. Сегодня ехал и 100, и 105, и местами на спусках 110. Учитывая, что очень ветреная погода, мне постоянно приходится перекрикивать ветер. Плюс вот эти затяжные подъемы, горы, автострада. Ну да, 7,5, наверное, норма. Завтра попробуем все-таки пойти бесплатными дорогами, медленнее, спокойнее по Франции. Доедем до Германии. Там уже можно ночевать на обочинах, можно ночевать в палатке. А может быть и не придется, но посмотрим. В общем, по Германии пойдем автобанами, а Францию все-таки будем заканчивать дорогами региональными. И удовольствие получим от страны. И по бензину посмотрим, что с расходом будет. Я думаю, все должно нормализоваться, а тут километров через 5 нам обещали заправку. Надеюсь, еще раз не обманут. Кажется, вот съезд на заправку, чуть не проскочили. Надеюсь, это действительно он. Виды, конечно, тут шикарные. Дорога идет по таким виадукам, над такими каньонами. Так, едем куда-то на ту сторону. Да, там заправка. А цены-то какие? 95-й по 2,17. 2,17 евро за литр. Офигеть. В Испании было дешево. Триумф. Залил до полного. Вошло ровно 10 литров, как ни странно. И вы только гляньте, что я тут заприметил. На французских номерах Харлей с коляской. На это надо посмотреть. Вот эта машина. Вот это аппарат. Гляньте, какая резина. Автомобильная, узкая, высокопрофильная. На коляске мото. И кажется, колясочное колесо подруливает. Там есть рулевой механизм. Коляска на рессоре. Такая аккуратненькая. Ну и Харлик сам прям вещь.
Ну что, бензин у нас есть. Доехать осталось совсем немного. Общались с ребятами, рассказали откуда, что, как. Они, французы, по Франции катаются. Ну а мы вот... Мы вот до Португалии доехали. Так, где тут выезд? Думаю, вот здесь. Я вот еду и думаю, что-то они тут с этим бензином химичат. Вот смотрите, бак 12 литров. Ехал, загорелась лампочка, потом высох полностью, вот в ноль. Все, нет бензина. Заезжаю на заправку, заливаю 10 литров. Еду, у меня загорается лампочка. То есть в запасе еще около 3 литров бензина на 30 километров. Я заезжаю на заправку с этими 3 литрами в баке, заливаю еще 10 литров, и у меня получается полный бак. То есть в баке образно 13 литров, но объем бака 12. Не сходится. И вот где меня обманули, я понять пока не могу. Но что-то они тут химичат. Ну вот и настал час расплаты. Сейчас нам насчитают за все километры, пройденные по этой автостраде. Знать бы еще, куда нам ехать. Вон, нет, туда мотоциклы нельзя. Вон тут, там тоже нельзя. 30. Не знаю, давай к зеленым. Вон, ребята на Харлее едут к зеленым стрелочкам. Да. Погнали за ними. Какая у них коляска мягкая, ты смотри. Так, всунь билет. 21,8. 21,8. Это прям боль. Да, зато быстро, зато с большим расходом. 21,8. Ну вот это уже как в Португалии. Солнышко уже опустилось к горизонту. Через полчаса начнет темнеть. И надо было бы искать место для палатки. Но как хорошо, что у нас забронирован отель. Тут, ребят, еще и здорово похолодало. Мы едем, все одели куртки. И все равно прохладно. Если так пойдет дальше, то скоро будем напяливать на себя дождевики. До места ровно 100 километров. А вот уже и практически полностью стемнело. Лишь небо еще подсвечено лучами спрятавшегося солнца.
в городках и деревушках на обочинах зажглись фонари, а нам осталось 22 километра до места. С автострады мы съехали. Здесь потеплело. Не так, чтобы сильно, но чуть выше 20. 22-23 градуса. Еду не спеша, осторожно, потому как здесь могут и животные на дорогу выйти, и люди, ну и вообще дорога незнакомая. Въехали в маленький городок, наверное, по размерам вроде нашего Добруша. И где-то здесь у нас забронирован номер в отеле. Отель простой, двухзвездочный, за 49 евро за ночь, по-моему. В принципе, такой же, как тот, в котором мы ночевали во Франции в первый раз, когда только ехали в направлении Испании. Но тогда этот номер обошелся нам в 80 евро. Поэтому имеет смысл бронировать заранее. И где-то вот уже рядом такой райончик вроде ничего. Относительно спокойно и пристойно все выглядит. Так, мы почти на месте. А где? А куда это оно нас привело? Какое-то здание администрации. Прям центральный центр. Не знаю. Надо где-то стать на время. Короче, ребят, ситуация такая. Я поставил точку в центре города, в котором у нас забронирован отель. И навигатор добросовестно нас повел в центр города. Что происходит вообще? Мы заехали в самый-самый центральный центр. Посмотрели и сейчас будем из него выбираться, потому как отель наш все-таки находится на окраине. А здесь был отель. Отель де Вилле, расположенный на центральной площади. Но у нас, пожалуй, не хватит золотого запасу, чтобы там заночевать. Ну, хоть город посмотрим. Город называется Руан. И я, пожалуй, ошибся. Он не такой, как Добруш. Он побольше. Кинотеатр. Так, а куда нам съезжать? Опять туда? Тут нет съезда. Что? Я не знаю. Я это снимаю? Позор. Какой позор. Куда-то похоже, но не туда. Пишет, сейчас еще одно кольцо, на нем развернись и уедь в обратном направлении. Так, сюда. И отсюда уходим направо. А оно предлагало как-то вот по этой дорожке сюда приехать. Но это встречка.
А собор с часами. На часах без 5:10. Вот это больше похоже на райончик, где находится наш отель. А то центр города. Кажется, добрались. Вот он, отель. Как тут у нас с парковкой? Это все для инвалидов. А вот здесь есть места. Мы добрались. Наш номер. Закидываем шлемы. Включаем свет. Ну, такой, чуть поскромнее, чем был предыдущий, прямо скажем. Пошли, Миш, будем вещи заносить. Кидай все пока на кровать. Обустраиваемся, обживаемся. Мишке очень нравится верхняя полка. Есть душ-туалет, полотенца, 2 стаканчика. А это, кажется, шампунь. А это что такое? А, ну это водичка. Я так понял, горячая, холодная. Да, напор не ахти, но есть. Короче, отельчик, ну так, на троечку. Горячей воды у них тоже нет. Будем делать свою. Ну, не в том плане, что помыться, а в том плане, что покушать. Чайника и какого-нибудь кафетерия, по крайней мере, ночью нет. Кстати, насчет палатки. Я не смогу спокойно спать, зная, что где-то там у нас плесневеет и цветет палатка, которую мы не высушили. Поэтому сегодня использую ее как чехол для мотоцикла. Как видите, она вся мокрая и прям теплая внутри. И вот, поужинав бич-пакетами и смыв с себя в душе соль Средиземного моря, мы наконец падаем в кровать. День этот был тяжелым, долгим, 680 километров пройдено. На этом на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, пока.